Что сейчас чувствует ваше тело? Скорее всего, если вы человек с РПП, особенно с булимией или анорексией, в ответ на этот вопрос вы подумали: да какая разница, что оно там чувствует? Я не хочу знать. Оно чувствует какую-нибудь ерунду, типа голод, или типа боль, или оно там хочет спать, или еще что-то. Не хочу знать. Не хочу знать, что оно чувствует, потому что если я начну обращать внимание, я сорвусь. Я не хочу даже думать о том, что чувствует мое тело. Оно мне не друг, оно мой враг. Оно делает все наоборот. Оно делает все не так, как я хочу. Я бы с радостью избавилась от этого тела, и жизнь стала бы проще. Ведь так? Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы сейчас на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. И сегодня буду говорить об отвращении к телу. У меня уже было видео, где я рассказывала о диссоциации с телом. Если я найду, какое это было видео, я помещу ссылку вот сейчас. Если не поместила, значит не нашла. Тогда вам придется искать самим. Так вот, в том видео о диссоциации с телом я говорила, что люди с РПП как бы отделены от своего тела. Они как бы существуют где-то вот у себя в голове, где-то вот в мозге, а тело существует отдельно от них. Оно не часть их, оно просто какая-то такая вот штука, которая вот есть, и с ней надо вот какой-то такой инструмент. Я могу с ней что-то сделать, вот с этим телом. Я могу его похудеть, или я могу его кормить, или не кормить, тренировать, чтобы оно выглядело прилично. Но оно все время сопротивляется. Оно все время сопротивляется, и это ужасно злит, и это ужасно раздражает. И поэтому люди с расстройством пищевого поведения находятся в постоянной борьбе со своим телом. Это борьба психики против тела. Но сегодня я скажу не просто о диссоциации, а об одном ее очень-очень важном виде, и точнее даже, наверное, об эмоции, нет, о чувстве, которое поддерживает эту диссоциацию и обеспечивает эту диссоциацию. И это отвращение. Вы очень хорошо знаете, что люди с РПП чувствуют отвращение к своему телу. Оно толстое, на нем жир, на нем волосы, оно выглядит не так. Ноги толстые, попа какая-то огромная или кривая, или не той формы. И тут везде какие-то складки, еще какие-то сиськи растут, и еще куда-то не туда они растут, ну и так далее. И это прямо вызывает вот такой фу прямо. Вот прям фу, отвращение, прям фу, не хочется не прикасаться к нему, не смотреть в зеркало, не чтобы другие люди прикасались к нему. И вот это вот желание даже вот морить его голодом или запихивать в него какие-то тонны таблеток, чтобы его рвало это тело, чтобы его скрючивало и там от слабительных. И это вообще не важно, что там происходит с почками от этих тонн мочегонного, это не важно. Не важно, что оно страдает от переедания, не важно. Потому что мне вообще его не жалко. Я могу его бить, я могу его резать, и я вообще не чувствую к нему ничего, кроме злости и отвращения. Говоря об отвращении, вообще отвращение – это такое чувство, которое появилось очень давно в эволюции и появилось не у людей. Отвращение – это чувство, которое такое вот заставляет нас держаться подальше от чего-то, вот не прикасаться. Отвращение – это какие-то вот эти червяки, знаете, вот это вот дохлятина, это экскременты, это моча чья-то, рвотные массы. Вот все вот это, вот все вызывает отвращение и желание к этому не прикасаться, в это не влезать, не наступать и вообще не иметь с этим никакого контакта. Почему?
Потому что все, что я перечислила, там дохлятина или трупы, или гноящиеся раны, вот это все может быть источником опасности для нас. Вот это все может содержать вирусы, бактерии, что-то болезнетворное, и поэтому к этому на самом деле лучше не прикасаться. Больные люди, они источают гной, их рвет, у них понос. И люди, которые, или животные, у животных это есть, они избегают, например, экскрементов своего же вида, животных своего же вида. Так вот, те, кто не имел вот этого отвращения, те, кто мог в это все как-то там влезть и как-то это все там, не знаю что, трогать, нюхать и есть, те уже давно вымерли, потому что они заражались какими-нибудь страшными болезнями. От этого всего, там, паразитами, которые могут быть в экскрементах, ну и так далее. А те, у кого сформировалось отвращение, они выжили. И в этом смысле отвращение очень-очень важное чувство. Оно позволяет вам защищаться прежде всего от болезней. И вообще отвращение, что интересно, оно появляется у людей не с рождения. Это чувство, которое начинает вырабатываться позже. И люди, у кого есть дети, они прекрасно знают, с каким удовольствием дети могут залезть там в какашки какие-нибудь свои, там, рисовать ими на стенах. Отвращения нет. Отвращение начинает появляться потом, но оно не воспитанное родителями. Не от того, что родители говорят «фу, кака». Оно сформируется само, вот эта брезгливость появляется сама, а родители только маркируют, к чему нужно испытывать отвращение. Вот это фу кака, и то фу кака, ну и так далее. Это если говорить вообще о чувстве. Оно хорошее, оно правильное, оно нам нужное. Но если говорить о РПП, то отвращение к телу имеет ровно то же значение. Оно позволяет нам как бы от нашего тела отделиться. И вот это вот «я отдельно», а тело отдельно возникает... Я что, микрофон цепляю? Возникает именно потому, что мое тело мне отвратительно. Это позволяет мне отделиться. И как только я от него отделяюсь, у меня как будто появляются инструменты для того, чтобы с этим телом что-то делать. Потому что это не я, это какой-то отдельный от меня объект. Враждебный, непослушный, сопротивляющийся. Поэтому я хочу его бить, мучить и наказывать. У меня появляется такая возможность его бить, мучить и наказывать. Спрашивается, какой смысл в этом отделении? В этом отделении есть смысл. Оно не просто так происходит, не просто что-то так в вас ломается, и как бы вот вдруг вы отделяетесь от тела. Нет. Отделение от тела, как и любой вид расщепления, а это расщепление, происходит в результате травмы, разных травм, любых травм. И вот это как бы вы как будто разделяетесь на хорошую часть и на плохую часть. Это, особенно после нарциссической травмы, это очень хорошо видно, когда вы как бы думали, что вы хороший, а потом что-то произошло, вы были унижены или вы были чем-то потрясены неприятно. Ну, в общем, вы обнаружили, что не все у вас так хорошо, как вам нравилось. И вам невыносимо жить с этой плохой частью, травмированной частью, болезненной частью, некрасивой, неприятной, частью, которую отвергают другие люди, частью, которую били другие люди, частью, которую не любили, плохая часть. Вот из-за этого меня не любят. И я расщепляюсь на хорошую часть и плохую, потому что из-за этой плохой части со мной происходит вот все то, что меня так ранит. И я расщепляюсь, я эту плохую часть удаляю, я не могу себе позволить ее принять, я не могу себе позволить быть с ней, я хочу, чтобы ее не было вообще. То есть расщепление любое – это разделение на как бы хорошую часть и ладно, не любое. Ну, то есть вот это расщепление. Пока сама говорила, сама подумала, ну не любое же расщепление. Ну, то есть это, вот это расщепление, особенно в результате нарциссической травмы, которая происходит, это расщепление на хорошую часть и плохую часть. И плохая часть нагружается всем тем, что мне не нравится. То есть сюда складывается все.
Здесь я идеальная, здесь я работоспособная, здесь я веселая, здесь я улыбчивая, здесь меня любят. Вот такую идеальную. Здесь у меня есть сила воли, здесь я могу худеть, сколько мне захочется, здесь я могу не рвать, потому что я все контролирую. Идеальная я. Я такой, какой я бы хотела быть. Но вот эта плохая часть не дает мне быть вот такой, поэтому я хочу ее удалить. И здесь я депрессивная, и здесь меня не любят. И здесь я толстая, и здесь я глупая, и здесь я отвергаемая, здесь я битая. Вот это все мне не нравится. Я хочу, чтобы этого не было. И тогда я смогу стать такой, как я хочу, и меня полюбят. Так вот, у людей с РПП, поскольку вы не можете же удалить часть своего мозга, правда? Вот вы не можете. Вам как бы, это неосознаваемый процесс, вам как бы нужно что-то, что теоретически можно убрать. И вот этим чем-то становится тело, потому что это удобный объект. И вы вроде как не можете тоже его убрать, но вы можете от него отделиться и начать его менять. Убрать жир, убрать еще что-то. То есть я уберу вот это, вот это, вот это, и мое тело тоже станет идеальным, и тогда я смогу принять его и снова с ним слиться, потому что оно уже не будет отвратительным, а оно станет идеальным, и я смогу поместить его сюда. Но сейчас оно отвратительное, я должна от этого избавиться. Не только тело, точно так же люди с РПП, особенно булимики, работают над своей личностью. То есть я ленивая, значит я должна вставать в 6 и работать до 10 вечера. Я эгоистка, значит я должна, то есть мне говорили, что я эгоистка, значит я должна всем помогать, себе ничего. Я недостаточно умна, значит я должна прочитать все эти книжки, выучить все эти языки и стать самой-самой лучшей в этом, во всем желательно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть тело, да, не только тело. Поэтому, опять же, психологи, которые работают, считают, что работа с РПП – это работа с образом тела или с самооценкой, на мой взгляд, неправы, потому что они идут поверху. И я понимаю, почему они идут поверху. Потому что когда к ним приходят, например, девочки с анорексией, они все говорят одно и то же. Они говорят: я толстая, я не могу это выносить, а когда я худая, я более уверенная, и я могу себя принимать. Все говорят одно и то же, более того, они в это верят. И вот психологи, которые не смотрят вглубь, они говорят: вот проблема. Вот сидит худая девочка и рассказывает, что она толстая. Значит, у нее искаженный образ тела. Вот она говорит, что она может себя принимать только в худом виде. Значит, у нее нарушенная самооценка. С чем мы работаем? С образом тела и с самооценкой. Нет. Потому что работать надо с травмой. Прежде всего смотреть, есть ли нарциссическая травма. Потому что вы можете сколько угодно менять это тело, сколько угодно работать с образом и говорить ей: нет, смотри, ты на самом деле не вовсе не толстая, ты худая. И вообще, и разве это плохо быть толстой? Смотри, как все чудесно, бодипозитив, бла-бла-бла. Полюби себя в любом весе. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в нарциссической травме. И если не тело будет нагружено этим плохим, значит будет нагружено что-то еще. Вам все равно нужно куда-то это поместить. Эту свою плохую часть. Эту свою травмированную часть. И вы ее куда-нибудь поместите. Если не отсюда, то вы найдете что-то другое. Так вот. Есть еще один уже интересный подход в психологии, когда людей, приходящих в терапию, начинают учить, что ты – это не только тело, ты – это больше, чем тело. То есть как бы понижая важность тела. Но вот это ты – это не только тело, по сути, поддерживает расщепление. Как бы ты – это не тело, ты – это дух, ты – это как бы то, во что ты веришь, ты – это то, что тебе ценно, ты не тело. Но суть в том, что вы – это тело. Вы – это тело плюс личность. Вот это тоже вы. Вот этот палец – это я. Вот это ухо – это я.
Вот это колено, это я. Это я. Это тоже я. А еще мои ценности, мой разум, мои знания, мой характер, мои взгляды на жизнь, чувства, которые я испытываю, это все я. И если я отщепляю какой-то важный кусок себя, я становлюсь не целой. Я становлюсь неполноценной. Если я отщепляю только плохую как бы часть, у меня все равно остается только половина. И вот когда люди живут с этим расщеплением, первое, что они о себе говорят, они говорят: я неполноценный. Они думают, что они говорят: я неполноценный, потому что у них есть эта часть. Вот если ее убрать, да, эту вот лошадиную задницу у кентавра, то будет вот такой прекрасный юноша или девушка. А лошадиную часть просто мы отрезаем. Но на самом деле это будет пол кентавра, понимаете? То есть это не будет юноша, это будет пол кентавра. И когда вы ходите такой кентавр и мечтаете что-то отделить от себя, вы говорите: я неполноценный, потому что у меня есть эта лошадиная задница, а на самом деле вы неполноценный, потому что вы разделены на две половины. Вы половина и половина, вы не целый человек. Вот, то есть расщепление поддерживать — это вообще последнее дело, что нужно делать при работе с РПП. Как и учиться себя любить, как и учиться в себе красоту эту как бы видеть. Я всегда против этого. Не нужно убеждать себя или человека с РПП другого, что он красивый. Нужно не пытаться заменить отвращение на любовь. Нужно пытаться убрать отвращение и прийти к норме, к спокойному отношению к себе. Я не ненавижу свою печень. Я не ненавижу свою левую почку. В норме. Они есть и есть. Они меня как бы вообще мало волнуют. Ну хорошо, ладно, хоть печень я могу хотя бы злиться на нее за то, что она плохо работает. Ну ладно. Но я не ненавижу свои слуховые косточки в ухе, правда? Хотя это часть меня. То есть эту ненависть нужно заменять не на любовь, ее нужно заменять на нейтральность. Тогда вот это нейтральное отношение и принятие не тела как такового, не тела, как оно выглядит, а тело как то, что есть, и то, что тоже я. Вот здесь вот, собственно, и лежит та грань, которая превращает человека с РПП в здорового человека. И если тело — это вы, то вы уже не хотите его мучить, и вы не хотите его бить, и вы не хотите его резать, потому что оно не ваш враг, оно и есть вы. И если вы к себе относитесь хоть более-менее по-человечески, то вы не захотите делать вот это все. И вот это человеческое отношение к себе — это, собственно, и есть ключ. Не любовь к себе, а человеческое отношение. Что делать? Как достичь этого? Как убрать это расщепление с телом? Как убрать отвращение к телу? Еще раз, не убеждая себя в том, что мое тело хорошее. Это все все от лукавого, не сработает. Что нужно делать? Нужно это тело присоединить. Как мы присоединяем тело? Для этого существуют техники. Я уже о них рассказывала и рассказывала не раз. Это когда вы просто сидите, и вот внутренним как бы чувством у нас есть внешняя как бы рецепция, да, и у нас есть внутренняя рецепция, которая называется проприорецепция. У нас есть нервы внутри тела. Ну вот те, которые, например, чувствуют боль там в желудке, это внутреннее такое чувство. Благодаря проприорецепции мы осознаем свою форму тела, не форму, позу тела. То есть если я заведу руку назад, да, я ее не вижу, но я знаю, что она вот там, она вот там. Я чувствую, что она вот там. Это делает проприорецепция. Так вот, упражнение такое. Когда вы сидите или стоите, или делаете что угодно, вы вот этим внутренним чувством прощупываете как бы все свое тело и понимаете: вот мои ноги, вот они стоят, вот они чувствуют обувь изнутри,
Вот на мне джинсы надеты, вот кожа их ощущает, вот это так чувствуется. Вот у меня одна нога как-то вот устала или она как-то неудобна, поставлю-ка ее поудобней. А вот мои руки, вот мои пальцы, я их чувствую, вот так я сейчас вот ладони чувствую. И вы как бы это все чувствуете изнутри и распространяете себя на все свое тело. И вы это делаете не только изнутри, вы еще активно начинаете использовать органы чувств. Вы смотрите и понимаете, что вы смотрите, что вот это белое, а вот это черное, а вот это, наверное, шершавое, а вот это вот гладкое и пыльное, наверное, оно, наверное, вот такое. Вы используете слух, потому что вы слышите какие-то звуки. А что я слышу сейчас? Ага, дети во дворе играют, кошка мяукнула, птичка чирикнула. Я это все слышу. Вы используете вкус, вы не забываете про тактильные ощущения, потому что вы чего-то касаетесь, и оно какое-то. Оно либо холодное, либо теплое, либо шероховатое, либо гладкое, либо приятное на ощупь, либо не очень. Оно какое-то. И вы отключаете вот этот автопилот, вот этот рой мыслей в голове, которые постоянно крутятся, и начинаете чувствовать свою позу, свои ощущения. Вы начинаете слышать, видеть и ощущать тактильно, кожей. Вот это все в итоге неизбежно приведет вас к соединению с телом. Тело станет вашей частью. Вы будете не здесь, а вот везде. Вот моя пятка — это тоже я, это часть меня как бы, я вот вся целиком. И тогда отвращение исчезнет. Потому что отвращение, как я уже сказала, обеспечивает дистанцию. Если дистанции нет, нет и отвращения. Поэтому врачи, например, которые пробывают гнойные язвы, там какие-то еще какие-то ковыряются у кого-то в кишках, они не могут чувствовать это отвращение. Да, они понимают, они как бы не в восторге, они это целовать не будут, естественно, но прикоснуться к этому они смогут без проблем. Потому что если вы имеете с этим дело постоянно, вы не можете испытывать отвращение. Отвращение существует для обеспечения дистанции. Нет дистанции, нет отвращения. Поэтому, когда между вами и вашим телом исчезнет дистанция, исчезнет и отвращение. Когда тело станет частью вас, вы перестанете его презирать, ненавидеть и хотеть его оторвать и выбросить. Вот так это работает. То есть мы заходим не со стороны чувства. И мне отвратительно, почему мне отвратительно, я должна его полюбить, смотрите, какое оно чудесное. Мы заходим со стороны физиологии. Мы соединяемся, мы его как бы принимаем, мы как бы вот, опять же, не в психологическом смысле принимаем, а в физиологическом. Мы как будто начинаем его использовать, и это мы уже не на ходулях ходим, и как бы не на вот не искусственных каких-то там, на протезах, да, нет, это мое, это живое, и я это чувствую. В этом случае расщепление исчезает, диссоциация исчезает, отвращение исчезает. И даже худеть не надо. Худеть будете потом, если захотите. Но не потому, что вам отвратительно, а еще почему-то, по каким-то другим, более адекватным причинам. Кстати, поэтому анорексики в том числе не могут остановиться в похудении, потому что они же хотят вообще оторвать и выбросить. Поэтому как бы похудеть недостаточно, оказывается. Вот, собственно, и все, что я хотела рассказать вам сегодня про отвращение к телу. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой телеграм-канал, читайте меня, не только смотрите мои видео, общайтесь со мной, потому что в телеграм-канале я отвечаю на ваши вопросы и мы вообще можем пообщаться на тему РПП. Там есть люди, которые поддерживают друг друга, помогают друг другу, там есть психологи, которые готовы вас брать в работу и помогать вам. Ну и через социальные сети или Телеграм вы можете меня найти, если вдруг я вам нужна. Пока!